Вот такие мягкие внутри и с румяной корочкой снаружи оладьи мы сегодня приготовили. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить самые вкусные оладьи. Я вам покажу рецепт, который точно получится у каждого. Для нашего рецепта нам понадобятся такие ингредиенты. Кефир или греческий йогурт или мацон. Что-то такое кисломолочное, чтобы не сильно жидкое было и не сильно густое. 2 яйца, сода, ванильный сахар, соль, сахар, мука и подсолнечное масло. И как всегда, все пропорции я напишу в описании под видео. И хочу отметить, что все продукты должны быть комнатной температуры. Это обязательно. А кефир мы даже немножко подогреем, градусов 38-40. Это очень важно для нашего теста. Итак, начинаем приготовление наше с того, что нам нужно разбить в миску 2 яйца. И, конечно же, как всегда, я яйца разбиваю в отдельную пиалочку. В случае, если попадется или скорлупа, или какое-то испорченное яйцо. Ой. Вот так. К яйцам добавим соль. Щепотка соли у нас тут. 2 столовые ложки сахара. Но сахар мы кладем по вкусу. В нашей семье любят более сладкие оладушки, поэтому я добавляю 2 столовые ложки. Немножко вот так перемешиваем, чтобы объединить соль, сахар и яйца. Добавим ванильный сахар сюда. И добавляем теплый кефир. Я заранее достала из холодильника и чуть-чуть еще подогрела до той температуры, которая комфортно, как мы замешиваем дрожжевое тесто. Вот такой температуры кефир. И потихоньку добавляем муку. У нас тут 400 грамм муки, но мы не все будем добавлять. Сначала несколько ложек, для того, чтобы не было комочков. И хочу обратить внимание, что, видите, соду я еще не добавляла. Соду мы добавим в конце, когда уже наше тесто будет полностью готово. Я вам покажу, какой консистенции у нас должно быть наше тесто. Венчиком уже стало сложно замешивать тесто. У нас получается, видите, тесто вот такое вот густое. Это так и должно быть. Для того, чтобы оладьи у нас были пышные, красивые, вот должно быть вот такое тесто. Я добавляю остаток муки, который у нас осталось. Замешиваем еще ложкой вот так тщательно. Добавим сюда 2 столовые ложки масла подсолнечного. Вот так. И 2 ложка. Вот такое тесто, смотрите, у нас получилось. И уже сейчас мы можем добавить чайную ложку соды. И я приготовила, видите, пищевую пленку. Мы, когда уже все замесим, накроем пищевой пленкой тесто и оставим отдохнуть на 10-15 минут. Для того, чтобы у нас хорошо тесто отдохнуло, развилась хорошо клейковина муки и соединились все ингредиенты, этот этап отдыха обязательно нужно. И все, вот у нас вот такое тесто. Накрываем пленкой и ждем. Вот так. Вот так мы подогрели сковородку. Хочу показать
Огонь, смотрите, вот у нас вот такой вот средний огонь. Большой огонь не делаем, чтобы у нас оладушки не подгорели и внутри не оставались сырыми. И слишком маленький огонь тоже не делаем. Средний огонь — это то, что надо. Посмотрите, у нас тесто уже хорошо подошло, отдохнуло, и мы уже можем начинать жарить оладушки. Смотрите, мы берем, уже не перемешиваем тесто ни в коем случае. Вот берем нужное количество теста и выкладываем на масло, хорошо разогретое масло. Размер оладий уже мы выбираем каждый, кто какого размера любит. Мы берем вот такого среднего размера. Можно столовой ложкой, можно вот таким вот маленьким ополовником. Вот так. Выкладываем все. И потом я покажу, обязательно накрываем крышкой, чтобы оладьи спеклись и внутри не были сырые. Вот так. Смотрите. Стараемся, чтобы оладьи были одинакового размера, чтобы красиво было. Вот так. И накрываем сковородку крышкой. И буквально 1 минуту вот так с этой стороны прожариваем. И потом перевернем еще 1 минуту с другой стороны. Обязательно под закрытой крышкой, чтобы внутри оладушки спеклись. Прошла 1 минута. Посмотрите, они такие пышные стали, воздушные. Мы будем переворачивать их. Вот так, смотрите. Аккуратненько, краюшком вилки. Это очень удобно. Берем, подхватываем и вот так переворачиваем. Смотрите, такие румяные, а какие ароматные, я вам просто не могу передать. Аромат на весь дом. Посмотрите, какая красота. И с этой стороны тоже накрываем крышкой. И тоже 1 минутку еще прожарим со второй стороны. Все, оладьи уже готовы, посмотрите. И с этой стороны тоже они прожаривались ровно 1 минуту. Уже можно снимать со сковородки. Видите, я постелила блюдо наше бумажным полотенцем. И вот так вот снимаем. Смотрите, какие они пышные получились. И будем точно так же жарить все остальное тесто. Вот я заканчиваю приготовление наших оладий. Вот это я выкладываю последнее тесто. Видите, у нас уже закончилось тесто. Накрываем обязательно крышкой. Вот так. Вот я заканчиваю жарить оладьи. Вот такое количество у нас получилось, посмотрите. И обычно я такие оладьи готовлю на завтрак, на скорую руку. Они очень быстро получаются. Армен и дети очень любят такие оладьи. Они получаются в меру сладкие и пышные, воздушные, очень вкусные. Вот так. Вот такие они у нас получились. Сейчас я накрою на стол и покажу, с чем мы будем подавать. Вот такие оладьи у нас получились. Хочу вам показать, с чем мы подаем оладьи. С медом, со сметаной. И сегодня мы будем кушать с малиновым вареньем, которое я этим летом сама приготовила.
И по желанию можно еще насыпать сахарной пудрой. Пришла моя помощница. Посмотрите, какое густое варенье у нас получилось. Ароматное. Сразу аромат лета. Вот такое варенье. И моя помощница будет помогать сыпать сахарной пудрой. Это по желанию. В нашей семье мы очень любим именно сахарной пудрой. Мне кажется, так очень красиво, очень по-праздничному тоже выглядит. А примахтикас, наичлава стацум. Как хорошо получается, да, у тебя? Угу. Тоже ты есть. Давай теперь на эти оладьи я буду делать. Вот смотрите, какая красота получается. Вот так. Сейчас Ани будет пробовать. Я это сейчас заберу. Ани питеуте, Ани, ты будешь пробовать? Я знаю, как вы любите, когда они пробуют, поэтому сегодня она будет пробовать. Ани, на. Хамова? А примахчикас, а ну шлини. Друзья, готовьте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Спасибо, что были с нами. До новых, незабываемых кулинарных встреч. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и домашних рецептов. Катремани? Турокни. Вот так. На. Счастливо, ага? Да. А сейчас я попробую. Я очень люблю оладьи, а я люблю с малиновым вареньем. Посмотрите, как хорошо у нас поднялось, пропеклось, пышные, воздушные оладьи получились. Вот так. Очень вкусно. Друзья, это очень вкусно.